Всем привет! Мы в Минской области, в Смолевическом районе, в поселке Черницкий. Мы приехали к виноградарю Дмитрию Ляшкевичу. И вот сейчас мы зайдем к нему в гости, мы с ним договорились, он нас должен ждать. Итак, погнали. Дмитрий, мы уже Ляшкевича знаем. И вот его обещанная теплица. Он, кстати, сказал, что будет ставить. В итоге он поставил. Накрыл все-таки я ее. Пацан сказал, пацан сделал. В июне месяце на жару, короче. Чтобы бороться потом с трудностями, с поливами и с жарой. Ага. Создал себе трудности и до сих пор борюсь. Ну ничего, смотри, добротная тепличка, свеженькая. Ну ничего так, да. Ну давай начнем смотреть, что у тебя интересного. Ну, прямо Украины, видишь. Если бы она опылилась вся, то это было бы, конечно. Размерчик впечатляет. Что-то такое бы было. Тыковка, тыковка. Ничего, так бы, да. Сейчас опять буду жевать. Сейчас опять меня затроллят. Ну что, нормально, сладко уже, нет? Нормально. Косточка еще сладкая, но съедобный. Ну такой, кондиция магазинная, но ему еще, наверное, недельку. Да, но еще дожди, наверное, все-таки. У меня косточка. Темная? Угу. Ну, он почти вот уже. Ну, размер ягоды, конечно, впечатляет. Так, тут, короче, тебе виноградник разгружен в этом году не слабо так. Это находка Калугина, но она не готова еще совсем. Еще надо висеть. Она, когда созревает, окрашивается, тогда ягоду тянет. Еще она до 5 сантиметров еще далеко, короче. Эта сторона подмерзла. Это мои орнитологи. Мурпал, Живодерова и Бармалей. Короче, раскрыли у меня тут спанбонд. Эта сторона подмерзла, и на спонсоре подмерзла. И на запасных почках ничего не дала. Тут 4 гроздочки повисло. Ну, грозди не заложила в прошлом году. Виноград не заложил больших гроздей нормально. Слушай, а было такое, что побеги они выдали начало и конец, серединка пустая после перезимовки? У меня богатырь вообще не загрузился, ни одной грозди не дал. Не пошло, да? Вообще, просто не заложил. Ну, ход был такой. Ну, какой-то странный. Прошлый год, наверное, с вызреванием все-таки засада получилась. И с вызреванием, и вообще, и вымывание питательных веществ. Столько подтоплений было конкретных. И холод, и переувлажнение, короче. Ни один сорт не заложил типичных для себя гроздей. Вот он обычно, допустим, кило-полтора грозди. В этом году полкило. Да, мелковатые грозди, да, есть такое. А по левую сторону это что у нас? По левую сторону у нас яся. Яся. Красивенькая гроздь. Симпатичненькая. Ну, ничего, так... Ну, на полкило, наверное, да, где-то? Бутоном я ее шахнул. Но не надо было еще раз проходить. Я вот подпортил вторым разом ясю и этого брависсимо. Тоже подпортил. Много осыпали. Один раз вот прошел, все было четко. Еще на выдвижение. Все выдвинулось нормально. Гроздь, все, ему было бы достаточно. Нормально было завязи, но я еще раз, короче, прошел, на завтра посыпало. Мы у Олега Петкевича были, он гиберелином в этом году поэкспериментировал, ему вообще не понравилось. Я гиберелином не пользуюсь. Но бутоны это что же, гиберелиновая кислота? Там процент небольшой. Ага. Это спонсор. Тоже немножко посыпал. Да и жара была как раз во время цветения, короче. Тверденький еще. Тверденький, да, тут даже еще. Слушай, треска нет? Как у тебя с дождями здесь? Не, пока терпимо. Ну, там увидим, кое-что, конечно, подтрясло. Ну, с ним, наверное, сорта неплохие. Ну, наверное, надо будет перепрививать. Что-то мне это... А как с прививками у тебя дела обстоят вообще? Получается? В этом году сгорели. 36 градусов как дало. Надо было прикрыть. Ну, я, как всегда... Их там кульки какие-то на них? Завтра подхожу черные. Обычно нормально. Все приживалось без проблем. Байконур в этом году я разгрузил специально, потому что я его придавливал урожаем. И в этом году разгрузил. Он разгружаться не хочет, он начинает потом волчки давать. И опять грузиться. Поэтому за ним надо ходить, убирать. Прет, в общем, прет. Да, у него потенциал большой, да? Он все равно хочет загрузиться, но с ним надо все время бороться, если хочешь. У меня все не получалось ни один год. Вот в этом году только я его разгрузил, чтобы он немножко набрал
какой-то потенциал. Это Аладдин, я его не осветляю, потому что он тогда загар приобретает такой не очень привлекательный. Он красноватенький должен быть. Он да? будет розовенький. Вот Слушай, он плотный, я смотрю, вообще там вот аж здесь сплющило вот его. красится, видишь? Но оно не делает ему там, он не набирает лопается, да? гнили, он очень слабо Вот. болеет. Такой, знаешь, Кукуруза, но большая. кукуруза, Супер. да. Сейчас мы ее Ну, он поближе. тут весь Вот. в ягодах, в принципе. Вон. А когда он у тебя готов? Ягоды. А где-то 1 сентября обычно он нормально, если Уже должен, нормальный да? год, 1 сентября он Он нормально. меня только засигналил. Нормальный, он не болеет, он где-то, если даже ну, плотная гроздь, из плотной грозди сделать рыхлую можно, а из неопыленной уже Ну не да. сделаешь ничего. Можете попробовать вот этого ромбика. Ромбик, по Ромбик. идее, Он самый ранний вообще из по всех, да? идее он, наверное, Вон вот гнили здесь немножечко, немножко да? что-то он схватил уже. Но его надо есть, он не висит никогда долго. Вот он созрел, его срезали, съели. Можно просто оторвать? Семьей, да и все. Да, давайте, что там. Да, Дергай. попробуйте. Попробуйте Оцени. ромбика. Нормальный ромбик. Хороший. Хороший. У него вкус. И вкус, и окрашенная Обалдеть. такая, и мякоть. Хороший сорт. А Ну, что во вкусе, не могу понять. Что? Мускат, не мускат, но что-то такое фруктовое Он, когда какое-то. он еще повисит, да? Мгм. Чуть-чуть. Вот. И когда он чуть-чуть уже начинают некоторые ягоды вялиться, он мускат набирает еще в придачу Мускат, вот к этому букету. Еще берет мускат. Букет неплохой. Обычно он не довисает до муската, его вот в таком состоянии уже съедают. Самый ранний, конечно, кто тут терпеть Ну будет. что небольшая гроздь, ну в принципе Это он же, да? для себя там, для семьи, да. Это Да. Атос у нас. А, это Атос. Это Атос. А Атос, о, немножко дюбочки начали трескаться. Слушай, он трещит, да? Нет, это Не- для него не типично, никогда он этого не делал. Слушай, а ты не мульчируешь, я смотрю? Я не мульчировал, я оставил залужение в этом году. Первый раз оставил, не рыхлил ничего, вот просто залужение. Не, это для Атоса это не типично. Это сорт очень хороший для нашей местности, самый надежный, наверное, будет Атос. У меня еще пока Он ждал. он всегда загрузится и всегда опылится. А на никогда какой такого- год он стал вот плодоносить? Да на 3-й год он начал У меня плодоносить, что-то как-то да. слабенько он идет, не знаю. Ну, посмотрим. Может, в следующем году что-то уже даст. Тут сразу Это красота. красавка у нас. Говорю, красота, а это красава, оказывается. Красава, да. Вот, наверное, так его и назвали. Кто-то сказал красота. Сразу сходу вот через калитку Красава зашел. и так, да и все, его так и назвали. да. Слушай, реально красава, да. Вот ягодка такая, интересный пальчик. Супер. А вот Велес я не заметил сразу. Блин. Охренеть. Красиво. Я Вот себе моя, хотел. вот моя ладошка, блин, а вот Велес, блин. Я не знаю, как это его так не повредить бы. Ну вот, маленькая гроздочка. Ну, хвосты отрезаны у них. Да я вижу, а хвосты они как-то не особо дозревают. Слушай, Велес у тебя вообще красавчик. Хвостищи. Это привитый велес. А Вот прививку во что делал? вот не К- со- каким способом? одну сделал почкой. И почкой попробовал, и В расщеп? в расщеп, и Что больше понравилось? и то прошло. Ну, Нормально. я уже привык У меня окулировкой. что-то они не идут в расщеп, не знаю. Я окулировкой уже привык, я как-то Вот уже Виктор, он больше штамп у нас У меня в корне штамп получилось, и Уж ему неплохо. очень Хорошо, неплохо. У него можно- результат хороший. Можно с тобой посоветоваться, потому что... Ты смотрел видео последнее? Я же 2 серии там Видел. у Виктора. Видео, Вот у ну него да. реально там результат очень хороший. Я уже знаю, что я посажу на 342-й, который потрещал. Велес, то понятно все. Он всегда такой. А по треску он как? Ничего. Нормально, ты же видишь. Вот что- я боюсь из-за того, Вот- что говорят, вот что все, трещит, кстати, боюсь его, знаю. боюсь его садить. Все боятся боюсь. садить Ни из-за разу. треска и гнили. Ни разу он не треснул. Сколько лет он у меня? Уже посмотри, там куст уже Ну все, значит. маточный. Никогда он ни разу не треснул. В общем, Велес, открытый грунт. У него открытый А Дмитрия Ляшкевича респект, он советует проблем. садить. без проблем. Может какой-то клон где-то у кого-то. Да-да-да, вот Это это. влияет еще и грунты на треск. А у тебя, кстати, какой грунт? Многие спрашивают, какие грунты указывать. Какой у тебя грунт? Грунт Суглинок, наверное. не суглинок, такая легкая супись. Супер. Это много завозного грунта. А, ну, в общем, тут Когда уже харчуешься. гремучая смесь. Это у нас Каталония. В этом году она вроде бы у меня еще тоже есть уже возле Пошла гребненожки. трещинка, да? Возле гребненожки. Ну, это незначительно еще. Одна ягодка тут А, заметна. вижу, да, возле плодоножки есть Вот трещинка. это вот меня больше всего и бесит.
Многие, кстати, стали жаловаться именно на треск. У меня Да. второй год сигналки такие, ну уже, можно сказать, урожай. Пока треска не видел, но вот не знаю, сейчас дожди прошли, что будет. В памяти учителя действительно, да, у Ух него ты. такая болезнь. Ух ты. У него эта болезнь, конечно, присутствует. Сейчас посыпется ягода с него после дождей. Что за болезнь? И надо, ну вот это вот от грибной ножки отходит. А, тоже? Да, и никакой кальций, у меня есть прекрасный препарат кальциевый. Угу. И как называется? Розалик. Ага. Розалик кальций. Там содержание Слушай, кальция. грозди у тебя классные вообще. Вот. Ну тоже, были и побольше на нем грозди бывали. Ну, В этом пускай, году она так. рыхловатая, но принципе, именно размер ягоды. Ну он- она сыпнула, вот, видишь. вон посыпалась, Ну вот да-да-да. видишь, упала ягода уже, вот. А, всё. Пошло уже, она треснула и стала загнивать. И есть еще тут, я вчера, вот, пожалуйста, вот. Треснула ягода и уже пустила гниль. Мгм, да, да. И от грибной ножки начинает отходить, они начинают Слушай, падать. это всегда у него так или это этот год как-то повлиял? В прошлом году и в этом году, пожалуйста, вот, муха сидит. Значит, где-то тоже подтреснуто. Вот так вот бывает, пожалуйста. Мгм. Ну, Ну, понятно. тоже не А товар. когда он готов должен быть Не товар. в наших условиях? В наших условиях он будет готов к первому. Сентября. Да, к первому он будет готов. К выставкам он будет готов. Ну, если не добьет его. Паша, Юпитер? Юпитер на прививке. Попробовал на кадрянку Юпитер подсадить. Вот в прошлом году нормально все прививки прижились. А в этом году здесь прививки сгорели с этой стороны. Уже вторую сторону прививал. Ну, это Велес. Опять зелень. Корнесобственный такой. Ну, все растет в условиях Минской области Велес. Велес нормально. Все нормально. Слушай, а ты его прореживаешь, может, как-то нет? Ну, понятно, ты хвосты подрезал Я немножко. хвосты. А именно вот... Потом я его просто Чтобы не об очень колено. Об колено, вот так, короче. жестоко ты его. Он сыпет половину, вот тут вот лежит половина ягод. Ага, Нормально. честно. Потому что если ему все оставлять, он начнет давить друг друга. Короче, дать ему возможность осыпать лишнее. Слишком плотную не давать. Вот это вот мармеладка калугинская. Первое плодоношение. Грозди большие не заложены. Но в принципе вид эффектный такой, знаешь. Нормально. Сколько мармеладки лет? Молодая, видно. Третий год. Нормально для третьего года. Третий год. Может, еще мармеладка. раскачается. Не, ну она раскачается, конечно. Ну, я скажу, что плотная ягодка. В принципе, я не пробовал, можно и попробовать уже. Я смотрю, что она в сроки входит в очень хорошие для нашей местности. Это очень хорошие сроки. Я сам еще не пробовал. Мы сейчас верхнюю ягодку попробуем. Может, она будет с Каталонией. Я смотрю, что вместе с Каталонией она и пойдет. Спасибо. Виктор, оценивай. Ну, еще да, еще Не, есть еще кислота. кислота есть. Ну, уже и сахарок есть. повисеть. Уже она. А вкус какой-то должен быть у нее? Ну, 2 недели. Не знаю. Не пробовал. Не могу сказать. Слушай, высота шпалер у тебя, наверное, метра 2,5-3 где-то, да? Разные. Если сильно рослые кусты, конечно, лучше. Стремянку берешь, подвязываешь? Стремянку или бочку. Вон. Бочка стоит, видишь, с бочки где-то стою, короче. Обрезанная бочка. Легкая, быстро Потому что я в твоих переставишь. видео смотрел, там мне казалось оно, ну, такое, до вытянутой руки, не высокие. Это второй Атос у меня. Единственный сорт, которых у меня 2. А, еще жена заставила 2 примы Украины посадить. А, Насколько ей понравилось. Но она не хочет опыляться второй год, короче, уже. Слушай, здесь вообще мягкий. Мягкий, Мягкий, тут. да, может быть где-то гребень. Да, поврежден где-то гребень. Что вот у меня лотос, да, ну настолько затрещал. Первое плодоношение лотоса. Тоже калугинский. У нас он не будет. Ну, вроде ничего так, и ягодка, и вид, да, такой желтенький, он вроде бы так вот, с таким треском. Я тут уже срезал, то срезал. Вроде так и приятный, он уже созрел, такой, по срокам созревания хорош с собой. Но чтобы... Приятный, да. Да, приятный вкус, Приятный, все у него классный. Приятный. Не знаю, может это от нехватки чего-то. Не, нормально. Лист, отлично. видишь, по листу видно, что
магния, кальция у него Маловато. мало, может быть, поэтому. Понаблюдай, может еще все-таки раскачается. Вкус вкусный, приятный. Да, приятно. Хоть еще и не спелый, но Что с ним буду еще делать? вкусно. Пока Но ароматики там особо нет, но он такой просто вот как вкусный виноград. Он... разгружен эталон тоже в этом году, я его не грузил, чтобы он в прошлом году был перегружен. И такое было лето, что я не стал его грузить. Решил поберечь, пусть будет. В принципе, ну, нормальный эталон. Тут опылился не с солнечной стороны лучше. Где солнце доставало, как раз в самую жару еще цвело. Где солнце доставало, там, короче, не опылился. Это у меня мой Юпитер. Старый, который куст. А, вот Юпитер. Нормально, люблю Юпитер. Слушай, этот уже, судя по рукавам, уже повзрослее. Ну, гроздочки такие уже покрупнее. Тут где-то уже ягодка есть и почерневшая хорошо. Я уже начинаю потиху клевать, уже есть очень... Я возле своего хожу. Уже вкусненькие. Тоже Уже возле да, вкусненькие. вкусненький, да. Вкусный, вкусный. Угу. Я его уважаю. Набрал уже. Обалденно. Рудиментик. Он и для дачников нормально. Отлично. Угу. А как бы болезням у него? Что-то на него все жалуются в этом году. Не, По мелочи. нормально. Нормально? По мелочам, там где-то чуть-чуть, но оно прижато. Чуть-чуть, да. Слушай, пока помню, про красаву хотел спросить. У меня вот из молодняка только красава прихватила милди в этом году. Как Да? она вообще по устойчивости? А у меня что-то у него не было никогда милди. Из всех только он единственный хватанул. Не знаю, почему. Рядышком стоят вот в одинаковых условиях. Нормально у тебя, да? У меня ничего такого на нем. Будем наблюдать, ладно. Что за красавчик? Это класс. Класс? Калугинский, да. Действительно класс. Класс. Ты не представляешь, какой у него вкус, да. Насколько насыщенный, насколько плотная мякоть, все. Ну, он созреет. Ну, наверное, к выставке созреет институтовской. Успеет, да? Да. Нормально. И, в принципе, и грозди такие, знаешь, стандарт вот у него в этом году нормальный такой. Ну, то есть по весу, ну, вполне. Вполне, да. А это у нас этот, Нельсон. Вот это вот идет Нельсон, пошел за ним. Хороший Нельсон, я не знаю, уже готов, не готов, можно что-то сейчас где-то пожелтее ягодку выбрать, попробовать. Нельсон хорош, молодец. К нему вообще вопросов нет у меня никаких. Ой, аж брызнул. Кожица тоненькая. Такой, ну, Не, кислота еще есть. Ну, надо еще ему, да. кисловатый, но Попробуйте этого. Но он просто взорвался во ртом. Попробуйте Да-да-да, этого тот самый. зверя, как его? Розмус? Не. Ё-моё. Кишмыш, кишмыш, кишмыш. Ну, Захарульки, напомни. Почему меня выпрыгнуло из башки? Я не знаю, за коробки. Ну, здрасте. В ведро не лезут грозди обычно. Посмотри гроздятину. а уже вкусный. Ладно, народ напишет в комментариях, что дано. Да Слушай, ё-моё. охренеть. Как у меня из башки Блин, выпрыгнуло. это одна гроздь. Мне что-то казалось, что их тут две. На. Это грозди, уже, которые Офигеть. уже хвосты отрезаны. И он не Так, Потому потом что- вспомнишь, скажешь. Потому Мне что уже интересно стало. они не лезут в ведро тоже, эти грозди, понимаешь? Их надо об Так, я не колено. знаю, что за он реально. Их надо тоже об колено молотить. Вот это вот одна гроздь. Посмотри на нее. Вот это вот гроздь в ведро войдет. Вот это одна? Одна гроздь. Блин. Повезем на выставку. Блин. Я не знаю даже, как это ее так обсмотреть. Загорульки сорт. Ну ё-моё, ну. Один из моих любимых. Короче, я не знаю, килограмма на 2,5, наверное, на 3 Да потянет. побольше, 3 там 100%. Охренеть. А потреску Такого я нормально, не всё. видел еще. То есть отлично. Отлично. Никаких проблем. Все, Дмитрий вспомнил. Кишмиш Гелиодор. Гелиодор. Наконец-то мне вернулась память. Кишмыш Гелиодор. Вот здесь немножко попала гниль. Надо работать, посматривать и Вот. убирать каку. Вот здесь попало уже несколько гнилых Вот с ягод. этой стороны видно вот масштабы. Вот. Блин. Ну, вон, Даже видишь? камера не попадает в камеру. А надо было вовремя убрать. Немножечко, вот эту да, вот немножко гадость, цепанул. чтобы оно Вот это реально бомба. не Вот. развивалось. За голову схватился, когда на второй год он вывалил вот такие вот, да. Я поставил ведро рядом 8-литровое. И видно, что она не войдет в это ведро ни за что в жизни, понимаешь? Надо Офигеть. его туда. Вот реально, ногами реально вот 10-литровое ведро. Вот он. Это капец, ну. Так вот же еще, вот это вот все. Это все оно. Это все оно. А с той стороны, вот еще грозди его.
Так заметь, некоторые такие вменяемые, скажем, Ну, есть и вменяемые нормальные обрезы. килограммы, а ну это А просто... есть невменяемые Это совершенно. невменяемый, да, это У какой-то... него обрезочка-то короткая, потому что подмерз. Его прихватило тоже у меня тут конкретно. Дима, я еще колопну. Да пожалуйста. Маленькую, просто да? Ты выбери Получается, с Велесом лучше с там, той да? стороны, слышишь? Слушай, у него Ты с той стороны лучше. Послевкусие. Такие желтенькие. не могу понять. Вкусно, вкусно. Ну вкусный, в общем, У него виноградный хороший мускат европейский, приятный. мускатик, ну еще, наверное, ему Ещё может, да, чуть-чуть. его надо повисеть тоже. Ну вот эту гроздь точно на выставку бери, возьмешь за вес первое место. Все, на этом открытый грунт у тебя закончился. Остальное ты уже накрыл. Нет, у меня еще, вот смотри, А, еще. красавцы какие висят. Короче, в одну серию явно ты не влезешь. Придется тебя дробить на 2 серии, Ну, как Виктора. Раздробишь, если что. Это. Черный коготь. Ну, тоже гроздей не вижу в этом году. Это черный коготь, мне казалось, он как-то более такой вытянутый должен быть. Ну, бог его знает. Есть ягодка Это, вот побольше. это типичная для него форма ягоды? Да, типичная Нормально, ягода да? кривая у него. Вот ее так и назвали, Да. в принципе. Ну, красивенькая ягода. Не знаю, какие будут грозди. Вот если бы я был уверен, что они такими и останутся, то, в принципе, меня не устраивает это, понимаешь? Маловатые грозди. Ну да. Обрезка обязательно должна быть длиннее. Только тогда уже ты проверишь, какие у него будут грозди и как он будет грузиться. Мгм. Дать ему нормальную нагрузку посмотреть, нормальную обрезку дать ему, там, ну, хотя бы 15 таких почек, и потом на него посмотреть, что с этого будет. Должен был быть это флагман. Вместо флагмана получилась дамасская красавица. Мгм. Ну, где еще ягоде расти, тут уже, вон, посмотри, ягодки. Да, прилично. Она, вот шпак контрольное плодоношение в прошлом году было у Владимира Шпака, он показывал. Там ягодка то за 20 грамм с контрольки было у него. Ну ясно. Ну, у нас немножко сроки. Ну, я на вид вижу, что он... Слушай, в этом году и у Шпака, и у всех южан, у них 15-му. сдвигаются сроки. Они, кстати, Да. к нашим приблизились как-то немножко. Приблизились они к нашим. У них тоже много недозревшего У винограда. них тоже весна который была обычно холодная. у них уже в это время созревший. Да, этот год у них конкретно отстает. Конкретно. У нас, ну, не сильно. Я думаю, что хорошая будет форма. Хорошо загрузилась, опылилась. Есть недели, наверное, 3 до выставки. Я думаю, что... Это у нас Натали тоже калугинская. Ух ты. Нормально, Красивенькая, нормально. Мне говорили, красивенькая. сорши, там были сигналы, что трещит. У меня не потрещало. Прекрасно. В этом году и у них не потрещало. В прошлом году у них был сигналили люди, что что-то не то. А когда готов будет? Готов, в принципе, но он... Сейчас мы посмотрим почернее ягодку. Может, что-то... Это огурец. Ну, он реально твердый очень. Хруст такой сразу. Трах. Красится мякоть. Цвет красивый, мякоть. Цвет красивый, мякоть. и всё. Ты знаешь, он Хорошая такой- форма. Он такой свеженький. Загрузился. Сахар как бы не запредельный, но и Ну, он такой еще не совсем баланс готов. кислоты сахара нормальный. Не совсем еще готов. Ему вот еще и вот этот вот зеленец уйдет отсюда от гребня вот тут где-то еще красная вот. Когда вот это полностью вот окрасится. Это Приятный вкус. он как огурец. Да, Щелк. реально. И вкус насыщенный. Хороший сорт, нет проблем. Загрузился, ну небольшие грозди, понятно. Но факт то, что он загрузился, он работает. Так, Дмитрий А мальчик скромничает, с что мальчиком показывать нечего, на Есть, самом деле тут есть что Есть. показывать. Гребни тоже. Я тут наделал, короче, делов в этом парнике. Сам, собственными руками, короче.